Думаете, Иран — это только древние мечети, шумные базары и бесконечная жара? Тогда как вам город, целиком вырезанный в скале, где люди веками прятались от завоевателей? Или пламя, которое не гасло почти 1500 лет? Или тела, пролежавшие в шахте больше 1000 лет и почти не тронутые временем? А в финале вас ждет место, которое официально самое горячее на всей планете. Там, где сама природа как будто решила, что жизни здесь не место. Сегодня 7 тайн страны, которую мы, кажется, совсем не знаем. Когда мы слышим слово «Иран», в голове чаще всего всплывают заголовки новостей, но под этим слоем совсем другая страна. Страна, где прошлое отказывается оставаться похороненным, тела, которые законсервировала соль, города, построенные для того, чтобы исчезнуть, огонь, переживший десятки правителей. Весь сегодняшний ролик, по сути, про одно. Здесь самое интересное почти никогда не лежит на поверхности. Приходится копать. Иногда буквально. Территория современного Ирана – это без малого 5000 лет непрерывной государственности. Ахемениды, сасаниды, арабское завоевание, монголы, сефевиды и десятки других эпох слоями легли одна на другую. Каждая цивилизация что-то строила, что-то хоронила и что-то прятала от следующей волны завоевателей. Неудивительно, что под слоем современных городов до сих пор находят то, что не помещается ни в один путеводитель. Первая остановка – древний город Йезд. Край пустыни, тысячелетия истории зороастризма за спиной. На холмах у окраины города до сих пор стоят две каменные башни без крыш, похожие на сточенные временем крепости. Путеводители обычно описывают их сухо. Культовые сооружения, памятник архитектуры, закрыты для посещения с середины 20 века. Красиво, старо, безопасно. Но вот что мало кто озвучивает вслух. Эти башни называют Дахма или башни молчания. И строили их не для того, чтобы что-то хранить, а для того, чтобы избавляться. По зороастрийским представлениям, земля, вода и огонь священны, и осквернять их разлагающимся телом – грех. Поэтому тела умерших относили на вершину башни и оставляли открытыми небу. Стервятники делали остальное – счищали плоть до костей буквально за несколько часов. Внутри башня была разделена на 3 концентрических кольца – для мужчин, для женщин, для детей. После того, как птицы заканчивали работу, кости сбрасывали в центральный колодец, где под действием солнца и извести они постепенно превращались в пыль. Ни земля, ни огонь не соприкасались с мертвыми ни на одном этапе. Взрыв численности стервятников вокруг подобных башен фиксировали еще путешественники 19 века. Птицы годами кружили над одной и той же точкой пустыни, зная, что рано или поздно там снова появится пища. Целые стаи. И для местных жителей это было не жутким зрелищем, а частью привычного пейзажа. Не сильнее пугающим, чем для нас звук колокола на городской площади. Звучит как мрачная легенда. Но вот факты. Последние захоронения в Йездских башнях молчания фиксировались вплоть до 1970-х годов, пока иранские власти официально не запретили этот обряд по санитарным нормам. Рядом разрастался город, и открытые тела оказались буквально в шаговой доступности от жилых кварталов. Сегодня зороастрийские общины Ирана хоронят умерших в бетонных склепах, чтобы тело не соприкасалось с почвой напрямую. Компромисс между древним запретом и современным законом. Официальная причина закрытия – гигиена. Но есть и другая, менее прозаичная версия, которую до сих пор пересказывают в Йезде. Якобы одной из последних капель стало то, что вид кружащих над городом стервятников слишком пугал туристов, которых в 70-е в Иран приезжало все больше. Какая версия ближе к правде, решайте сами. Сама логика обряда, кстати, рациональнее, чем кажется на первый взгляд. Пустыня вокруг Йезда почти не дает дерева для кремации, а хоронить тело в сухой скудной почве означало на годы вывести клочок и без того дефицитной земли из оборота. Открытое небо решало сразу обе проблемы разом. Своего рода похоронный обряд, идеально подогнанный под условия конкретного климата. Просто выглядит он для стороннего наблюдателя пугающе. Здесь люди веками ждали, что о мертвых позаботится сама природа. Но то, что происходило дальше на севере страны, природой объяснить уже не получится. В соляной шахте Чехрабад в провинции Занджан в 1993 году рабочие наткнулись на то, чего никто не ожидал найти под землей. Голову. Человеческую, с волосами, кожей, даже с частью мягких тканей, при том, что находилась она под завалом сотни, а по некоторым оценкам и 1500 лет. Дальше находки посыпались одна за другой. За следующие 15 лет из шахты извлекли останки как минимум 6 человек, которых с тех пор называют солеными людьми. Соль в буквальном смысле законсервировала их так, как не смогла бы ни одна гробница.
Кожа задубела и потемнела, но сохранила текстуру. Некоторые ткани и даже содержимое желудков специалисты позже исследовали, чтобы понять, чем эти люди питались незадолго до смерти. Один из найденных, юноша примерно 16 лет, погибший, судя по травмам черепа, при обвале шахты. Радиоуглеродный анализ датировал его останки 3-4 веком нашей эры, временем Сасанидской империи. Рядом с телами находили инструменты, обрывки текстиля, монеты, обычный набор шахтера тех времен, только сам шахтер за 1500 лет почти не изменился внешне. Ученые объясняют это просто. Высокая концентрация соли останавливает деятельность бактерий и обезвоживает ткани быстрее, чем начинается гниение. По сути, та же логика, что и в мясных консервах, только вместо банки целая гора. Но есть у этой истории и человеческое измерение. Скорее всего, все найденные погибли не одновременно и не в одной катастрофе, а в разные века. Просто шахту периодически обрушивало, и рабочие оставались внутри. Иными словами, эта гора соли на протяжении 1500 лет методично собирала свою коллекцию, и люди узнали об этом только под конец 20 века. Кстати, сегодня несколько соленых людей из Чехрабада можно увидеть в Национальном музее Ирана в Тегеране, застывших в той самой позе, в которой их застигла смерть под завалом. Ученые, изучавшие останки, пошли дальше и заглянули внутрь. В кишечнике одного из шахтеров нашли яйца паразитического червя и остатки зерновой каши с добавлением инжира. По сути, реконструировали последний прием пищи человека, жившего за 1500 лет до нас. А анализ волос показал следы косметической краски. Даже глубоко под землей, добывая соль ради заработка, люди заботились о внешнем виде. Мелкая деталь, но она делает этих шахтеров куда более живыми, чем любая абстрактная цифра 3 век нашей эры. Соль умеет хранить тайны веками, но иранцы умели и создавать собственные тайники, причем такие, что их не могли найти захватчики целыми столетиями. Четвертая тайна – город Нушабад, если переводить дословно «место сладкой воды» в провинции Исфахан. С виду это обычный небольшой город на краю пустыни, но под ним скрывается то, чего не видно ни с одной дороги. Многоуровневый подземный город глубиной в несколько десятков метров, вырезанный вручную в мягком слое лёса. Строить его начали по разным оценкам еще во времена Сасанидской империи, то есть до 7 века нашей эры, а расширяли и достраивали вплоть до эпохи монгольских и афганских нашествий. Смысл был предельно практичным. Когда враг подходил к городу, жители буквально спускались под землю и пережидали там осаду, иногда неделями. Подземный Нушабад состоит минимум из 3 уровней, соединенных узкими наклонными тоннелями, по которым взрослый человек мог пройти только пригнувшись. На каждом уровне жилые ниши, места для хранения зерна и воды, вентиляционные шахты, замаскированные на поверхности под обычные колодцы, а еще ловушки. Узкие проходы специально сужались так, чтобы противник мог идти только по одному и практически без оружия, а защитники в это время держали позицию сверху. Не построен как убежище на один раз, именно спроектирован как долговременная система выживания целого поселения. Температура под землей круглый год держится на уровне 15-18 градусов, что для пустынного климата само по себе спасение. О существовании города знали, разумеется, местные жители. Вход в тоннели годами использовали как погреба. Но масштаб системы стал понятен только в 1960-х, когда один из домовладельцев провалился в подвал собственного дома и обнаружил, что под полом уходит вниз целая сеть коридоров. С тех пор археологи расчистили лишь часть тоннелей, по некоторым оценкам исследовано не больше 15% всей системы. Остальное по-прежнему завалено или попросту не раскопано. Сегодня небольшой открытый для туристов участок Нушабада поддерживают в безопасном состоянии, и спуститься туда можно с гидом, с фонарем, пригнувшись, по тем самым проходам, что 1000 лет назад были рассчитаны на людей заметно ниже ростом, чем современный турист. Ощущение, по рассказам побывавших там, странное. Не столько страх, сколько клаустрофобное уважение к тем, кто продумал каждый метр этого лабиринта заранее, еще не зная, когда именно придется им воспользоваться. Люди прятались под землей, чтобы выжить. А в горах на севере страны другая крепость прятала не жителей, а нечто прямо противоположное – власть, наводившую ужас наполовину средневекового мира. Замок Аламут стоит на скальном гребне в горах Эльбурс. Добраться до него даже сегодня можно только по узкой горной дороге. С первого взгляда просто впечатляющие руины, каких в Иране десятки. Но именно отсюда почти 9 веков назад управляли одной из самых пугающих организаций Средневековья. В 1090 году крепость захватил проповедник Хасан ибн Сабах и превратил ее в штаб-квартиру Низаритской исмаилитской общины, которую европейские хронисты позже назовут орденом ассасинов.
Само слово «ассасин» предположительно восходит к арабскому «хашашин». Легенда гласит, что перед выполнением заданий адептов опьяняли гашишем, хотя современные историки эту версию считают скорее красивым мифом, придуманным врагами Ордена, чем подтвержденным фактом. Что подтверждено точно, это система политических убийств, в которой Аламут держал в напряжении соседние государства почти 2 столетия. Тщательно подготовленные агенты внедрялись ко двору намеченные жертвы, иногда годами выжидая удобного момента, и наносили удар открыто, публично, демонстративно, чтобы посеять страх среди остальных правителей. Среди жертв – визири, эмиры, по меньшей мере 2 известных исторических деятеля высшего ранга. Легенды о крепости обрастали подробностями стремительно. Марко Поло, проезжая через эти земли столетием позже, записал рассказ о тайном саду наслаждений, якобы разбитом внутри крепости, куда молодых адептов приводили одурманенными, чтобы убедить их. Они на мгновение побывали в раю, и вернуться туда можно только через беспрекословное служение и смерть по приказу. Современные историки в основном сходятся на том, что сад – это красивая пропагандистская история, которую распространяли враги Ордена, а не реальная практика. Но сама крепость, укрепленная настолько, что ее не могли взять штурмом десятилетиями, вполне реальна. Конец Аламуту положили монголы в 1256 году. Армия Хулагу-хана осадила крепость и заставила капитулировать последнего великого магистра Ордена. Библиотеку, по легенде богатейшую на Ближнем Востоке, сожгли почти полностью. Сегодня историки могут только гадать, сколько уникальных текстов исчезло тогда навсегда. Один из немногих, кому разрешили перед сожжением бегло просмотреть архив, персидский историк на службе у монголов, оставивший позже подробное описание крепости и ее систем водоснабжения, вырубленных прямо в скале. Именно благодаря его записям современные археологи вообще смогли частично реконструировать, как выглядел Аламут в период расцвета. С террасными садами, цистернами для воды, способными обеспечить гарнизон на долгую осаду, и библиотекой, ради спасения которой, по легенде, несколько хранителей Ордена пожертвовали собственной жизнью, вынося рукописи буквально из-под огня. Одни строили крепости власти, другие просто жили обычной жизнью, пока однажды не ушли из своих домов все разом и больше не возвращались. Переместимся в деревню Харанак, тоже в провинции Езд. С дороги она выглядит как декорация к фильму. Сотни глинобитных домов, лепящихся друг к другу по склону холма, минарет покосившейся мечети, узкие улочки без единого человека. Потому что людей там действительно давно нет. Харанак существовал, по оценкам археологов, не менее 1000 лет, а некоторые исследователи находят следы поселения на этом месте еще раньше. Дома строили в характерном для региона стиле, из глины, соломы и высушенного на солнце кирпича, что идеально держит прохладу в пустынном климате, но требует постоянного ухода. Без ремонта такие стены начинают разрушаться уже через несколько десятилетий. Именно уход и стал приговором деревни. К середине 20 века в Харанаке провели современный водопровод и электричество в новую часть поселка, построенную чуть ниже по склону, и жители начали постепенно переселяться туда, оставляя старые дома пустыми. Никакой единой катастрофы, никакого исхода за одну ночь. Просто десятилетия медленного, почти незаметного оттока. К 90-м годам старый город опустел полностью. Сегодня Харанак числится памятником архитектуры и частично отреставрирован для туристов, но большая его часть по-прежнему в руинах. Обвалившиеся крыши, комнаты без потолков, лестницы, обрывающиеся в никуда. Забавно, но именно эта заброшенность и делает место таким атмосферным. Ни один декоратор не смог бы состарить стены так убедительно, как это сделали полвека без единого жильца. Есть еще одна деталь, которая цепляет сильнее всего. Минарет местной мечети слегка наклонен, почти как Пизанская башня, но никто точно не знает, задумывалось ли это архитектурно изначально или наклон – результат медленной просадки грунта за века. Однозначного ответа архитекторы так и не нашли. Вы поднимаетесь по осыпающимся ступеням на верхний ярус деревни и слышите только ветер в проемах бывших окон. Ни голосов, ни звука шагов, только глина, соломенная труха под ногами и запах нагретой солнцем земли. Именно эта тишина, а не разрушения сами по себе, заставляет большинство туристов замолчать на несколько минут, оказавшись внутри. Деревня опустела постепенно, дом за домом. А совсем рядом, в самом Езде, есть место, которое наоборот не гасло ни на день уже почти 1500 лет. В центре Езда, в скромном на вид здании храма Атишкаде, за стеклянной перегородкой горит огонь.
Обычный, казалось бы, огонь в бронзовой чаше. Но именно с этим пламенем связана одна из самых удивительных претензий на непрерывность во всей мировой истории. По зороастрийской традиции огонь символизирует чистоту и божественный свет, и в главных храмах его поддерживают неугасимым. Жрецы подкладывают дерево и следят за пламенем посменно, не позволяя ему потухнуть ни на минуту. Считается, что огонь, который сейчас хранится в Езде, изначально был зажжен примерно в 470 году нашей эры, и с тех пор его лишь несколько раз переносили из одного храма в другой, но никогда полностью не гасили. За 1500 лет пламя пережило арабское завоевание Персии в VII веке, после которого зороастризм из государственной религии превратился в гонимое меньшинство. Пережило монгольские нашествия, пережило создание современного Ирана. Каждый раз, когда храм, где хранился огонь, оказывался под угрозой, жрецы переносили тлеющие угли в новое, более безопасное место и разжигали от них следующий очаг. Разумеется, проверить документально каждое звено этой 1500-летней цепи невозможно. Письменные подтверждения фрагментарны, часть истории передавалась устно. Но сама идея, что перед вами языки пламени, теоретически восходящие к огню, зажженному в эпоху падения Западной Римской империи, впечатляет вне зависимости от того, насколько буквально можно проверить каждое звено. Сегодня в Иране осталось всего несколько зороастрийских общин, а огонь Атеш-Бахрам в Езде – один из немногих храмов высшей категории огня во всем мире. Признаюсь, когда впервые читаешь про эту традицию, кажется красивой легендой, придуманной для туристов. Но чем больше узнаешь о механике самого ритуала, тем яснее понимаешь – поддерживать огонь непрерывно веками физически возможно, было бы желание и дисциплина. Попасть в сам зал с огнем туристам нельзя, только смотреть через стекло из соседнего помещения, где выставлены барельефы и старые фотографии храма. Зато можно наблюдать за жрецом. Он появляется у чаши в определенные часы, в белых одеждах, с тканевой повязкой на нижней части лица, чтобы дыхание случайно не осквернило священное пламя. Простая деталь, но именно она напоминает, перед вами не музейный экспонат, а действующий живой ритуал, который продолжается прямо сейчас, пока вы это слушаете. Огонь – это тепло и жизнь. А на юго-востоке страны есть место, где температура делает почти невозможным существование какой-либо жизни вообще. И, наконец, седьмая тайна. Пустыня Дэшт-э-Лут на юго-востоке Ирана – одно из самых безжизненных мест на планете. И это не преувеличение ради красивой фразы. В 2005 году спутник НАСА зафиксировал здесь температуру поверхности Земли в 70,7 градуса по Цельсию. На тот момент это был официально самый высокий показатель температуры поверхности, когда-либо зарегистрированный на Земле. Для сравнения, это примерно как температура горячей ванны, только вместо воды под ногами раскаленный песок и соль. При этом воздух над поверхностью прогревается не так сильно, как сама Земля, разница в десятки градусов. И именно поэтому Дэшт-э-Лут остается формально необитаемой территорией. Ни постоянных поселений, ни устойчивой флоры и фауны на большей части пустыни попросту нет. Ученые фиксируют здесь один из самых низких показателей биоразнообразия на планете. Жизнь здесь есть только по краям, там, где еще можно найти хоть какую-то воду. Но самое удивительное в Дэшт-э-Лут не жара, а рельеф. В центральной части пустыни ветер за десятки тысяч лет вырезал из твердой глины гигантские гребенчатые формации, которые называют кялутами. Ряды параллельных хребтов высотой до 75 метров, будто кто-то расчесал землю исполинским гребнем. С воздуха они напоминают то ли волны застывшего океана, то ли инопланетный ландшафт, и именно поэтому Дэшт-э-Лут регулярно попадает в списки мест, больше всего похожих на поверхность Марса. В 2016 году ЮНЕСКО включила Дэшт-э-Лут в список всемирного наследия, именно как выдающийся пример эолового рельефа, то есть форм, созданных исключительно работой ветра, без какого-либо участия воды или тектоники. Ученые, изучающие Марс, используют кялуты Лута как земной аналог для отработки методов дистанционного зондирования. Тут я сам удивился, узнав, что марсоходы в буквальном смысле тестируют алгоритмы на снимках иранской пустыни, прежде чем анализировать снимки другой планеты. Титул самой горячей точки планеты Дэшт-э-Лут с тех пор несколько раз оспаривала долина смерти в Калифорнии. Спутниковые измерения в разные годы фиксировали рекорд то у одной пустыни, то у другой, и метеорологи до сих пор спорят о методике замеров. Но что не вызывает споров, это полное отсутствие постоянных населенных пунктов на большей части Лута.
Ни колодцев, ни оазисов, ни кочевых троп через центральную часть пустыни. Только раскаленная соляная корка на десятки километров в любую сторону. Остановитесь на секунду. Посмотрите еще раз на то, что мы сегодня увидели. Башня, где тысячелетиями отдавали мертвых птицам. Соляная шахта, законсервировавшая тела шахтеров на 1500 лет. Подземный город, вырезанный в скале ради выживания. Крепость, откуда управляли империей страха. Деревня, опустевшая тихо, дом за домом. Пламя, которое горит дольше, чем существует большинство современных государств. И пустыня, настолько раскаленная, что ее изучают как земной аналог Марса. Что общего у всех этих историй? Пожалуй, одно. В Иране самое поразительное почти никогда не лежит на поверхности. Оно под землей, под слоем соли, под пеплом сгоревшей библиотеки, под привычным туристическим фасадом древней страны. Нужно только чуть-чуть отойти от главной дороги. И при всем этом здесь по-прежнему живут люди, рядом с башнями молчания, над засыпанными тоннелями у подножия потухшего минарета. Для них это не легенда из ролика, а просто соседний холм, куда с детства не советуют ходить после заката. А что раскопают наши потомки на месте наших собственных городов через 1500 лет? Пишите в комментариях, какая из 7 историй зацепила вас сильнее всего. Если было интересно, ставьте лайк, это правда помогает каналу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее погружение. До встречи!